Моя психика привыкла накладывать мне на глаза слепые пятна, которые защищают меня от того, что я не хочу видеть. Возможно, потому что я живу в России. Именно такое слепое пятно у меня появилось, когда я посмотрел Sword Art Online. Я старательно не замечал все, что происходило с этим сериалом после 13-го эпизода первого сезона. И потому был крайне удивлен, когда слепое пятно вдруг исчезло этой весной. Я смотрю на название, и оно появляется. А потом на постер. И оно исчезает. На постере я не могу найти ни одной причины, по которой это пятно у меня появилось. Сегодня я тебе расскажу, почему новый сезон САО гораздо лучше, чем все предыдущие. Тут по традиции я должен замолчать секунд на 10 и вставить какую-нибудь заставочку, а потом начать задвигать малопонятную дичь. Но в этот раз будет не так. Я эту малопонятную дичь буду задвигать чуть-чуть попозже. Дело в том, что качество Sword Art Online тема очень болезненная, даже несмотря на то, что этому сериалу уже 6 лет. И тут я такой впрыгиваю и выставляю отстойность САО как данность и неоспоримый факт. На эту тему сказано очень много всего, и если ты хочешь узнать, почему я так считаю, то можешь вооружиться английским и посмотреть вот это часовое видео. Я согласен практически со всем, что говорит его автор. Но лучше и короче меня, мою же позицию, сможет выразить только один человек. Репортажный Дюша. Встречайте репортажного Дюшу. Добрый вечер, меня зовут Репортажный Дюша, и я делаю репортажи. И сегодня у меня особый репортаж. На дворе 2022 год, но игры по-прежнему продолжают продаваться только на дисках. В какой момент умер Steam, Origin и вообще интернет? Покойтесь с миром, инвесторы в виртуальную реальность. Ведь самую революционную и ожидаемую VR-игру купило всего 10 тысяч человек по всему миру. Мотивация Каябы Акихико. Ее нет. Все это и больше в сегодняшнем репортаже под названием «Без названия 1». И начнем мы наш репортаж с прямого включения с нашим специальным корреспондентом, малоизвестным Кляйном. Он только что повстречал Кирита. Кирито, ассаламу алейкум, уцы. Вай-вай, Кляйн, ассалам. Чем занимаешься? Я припарковался, родной, езжи. Я тоже из забвения приехал на пару эпизодов здесь отметиться. Потом обратно вернусь на эпизод 10. Че там, как дела, как там твой этот дружок, как его зовут? Каяба, что ли? Каяба, да, че он там? Я слышал, это он нас всех сюда запер. Передай ему, я обязательно ему сделаю больно. Я обязательно передам ему, родной. Если он тут появится, скажи, один из нас по-любому пострадает. Во, смотри, как могу. Жесткий, да? Пару слов теперь, пару слов. Я тебе скажу, второстепенный персонаж — это игрушка дьявола, во-первых. Во-вторых, не надо там по углам шабить, там заниматься кузнечеством, пироги печь, становиться женой главного героя, что в принципе одно и то же. Я тебе скажу, меня будут называть бета-тестером, читером, биттером. Что это значит, я не знаю. Я этим вдохновляюсь. Когда в следующий раз предложу выпить зелье, родной, пей его. Я все сказал. Если говорить серьезно, то основа моей ненависти строится не на отсутствии качеств у главного героя, не на убийстве Асуны как персонажа, который из сильной и независимой женщины превращается просто в жену Кирита. И даже не на откровенно скотском отношении A1 Pictures к своим фанатам. Она строится на вот этом парне. Если кто не знает, его зовут Рэки Кавахара. И он корень всех зол. Рэки Кавахара...
Писатель, если это слово можно употреблять по отношению к нему. Помимо САО, у него есть еще одна известная работа Axel World, основывающаяся на похожих принципах. Правда, Axel World'у не было суждено стать хитом, и он навсегда обречен страдать в тени у САО. Во время создания арки про Гангейл Онлайн Кавахари помогал Кейичи Сигусава. Он консультировал Кавахару по теме огнестрельного оружия, а также делал описание для него, которое потом появляется в интерфейсе инвентаря в аниме. То, что случилось дальше, стало для меня одним из самых приятных событий, произошедших в аниме-индустрии за последние несколько лет. Кейичи Сигусава, известный любитель больших и маленьких пушек, ездок на мотоцикле, а также писатель, создавший одно из моих любимых произведений в жанре ранобэ — Кино но Таби, которое он пишет уже практически 20 лет. Он олицетворение творца, которым я хочу стать. Он делает то, что хочет. Ему просто пофиг, что думают про его работы, но при этом они всем нравятся. Вкратце, его отношение к работе можно описать отрывком из интервью, которое он дал Crunchyroll в конце 2017 года. Гермес — это говорящий мотоцикл, что довольно необычно, даже несмотря на то, что в рассказе встречается довольно много элементов фантастики. Почему вы наделили мотоцикл способностью говорить? А ну хер его знает. На самом деле, он, конечно же, этого не говорил, но суть примерно такова. Во время помощи Кавахари он влюбился во вселенную, созданную Кавахарой, и понял, что может исправить его ошибки. И что мне в первую очередь бросилось в глаза в спин-оффе САО от Сигусавы, это отсутствие какой-либо романтической составляющей. Основная проблема любой романтики для меня заключается в том, что она обычно служит в качестве очередной причины для построения ассоциаций зрителя с героем. И, о боже, как это хорошо работает, когда главный герой еще при этом и чистый лист. Но даже если поначалу меня это покупало, сейчас я просто не могу поверить в чистоту намерений автора. Вместо дешевых трюков по привлечению внимания зрителя, Сигусава использует, просто хороший сценарий, наверное. Мне интересно, они когда-нибудь об этом вообще думали? У главной героини, Карен, есть одна небольшая проблема, она очень большая. Высокая, что в японском обществе для школьницы крайне неприятно. В попытке убежать от проблемы своего роста она создает персонажа Лолю в GGO и, вдоволь налюбовавшись собой, открывает в себе незаурядные способности и любовь к этой игре. Иными словами, изначально она ищет способы забыть про реальность, а в итоге находит некий источник уверенности в себе и друзей, которые тоже пришли в эту игру не просто так. Вот эту девочку беспокоит, что она слишком маленькая, вот этот парень пытается уйти от своего образа Плакса, отыгрывая маскулинного мужчину. В общем, у второстепенных персонажей мотивации больше, чем у главного героя оригинала. Весь сюжет хоть и строится на бытовых темах, но при этом несет гораздо больший психологический смысл, нежели чем творчество Кавахары. Сигусава рассматривает тему эскапизма, одна из наиболее близких мне тем. Он задается вопросом, неужели в эскапизме отсутствуют положительные моменты? И вполне обоснованно отвечает, их полно. Я не собираюсь расписывать конкретные его аргументы, а просто посоветую тебе посмотреть САО нынешнего сезона. Я не знаю, способен ли Кавахара испытывать унижение, и есть ли у него вообще какие-то эмоции, ведь обычно писатель наделяет главных героев своими качествами, но Сигусава унизил Кавахару в его собственной вселенной. Публично. И это пиздец. Но я рад. Что-то пахнет овсянкой. По-моему, это суп с клёцками. Ты где такую экзотическую еду ел? Ебать, экзотическая, самая невкусная русская еда.